Вегетарианство может вам навредить, и об этом редко говорят честно. Я не ем мясо уже много лет, и сегодня расскажу вам, почему вегетарианство подходит далеко не всем. Многие становятся вегетарианцами неправильно, а потом удивляются, почему вместо легкости и хорошего самочувствия начинают себя с каждым годом чувствовать все хуже и хуже. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что сама когда-то совершила практически все эти ошибки. Ванакам, мои дорогие! Я продолжаю свой выпуск. Ваш вопрос – мой ответ. И в предыдущем выпуске мы с вами остановились на 3 вопросах, которые вы задавали мне ранее. Вас интересует мой опыт вегетарианства, вас интересовал вопрос про Гималаи и вопрос про кастовую систему в современной Индии. Я тут подумала и решила, что все 3 вопроса очень сложно ответить в одном выпуске. Это получится емко и по информации, и по времени. Поэтому я решила, что, наверное, сделаю таким образом, что 1 вопрос, 1 ответ. Такой формат и в дальнейшем будет для нас обоюдно удобен. Но прежде чем я начну тему именно вегетарианства сегодня, про свой опыт, я хочу вам сразу сказать, конечно, мне есть что вам рассказать за своих 16 лет, да даже уже более, именно вегетарианства. Но, однако, я хочу вас сразу предупредить о том, что я не врач, не даю никакие рекомендации, ничего не утверждаю, никого не переубеждаю, а моя цель в этом выпуске поделиться исключительно только своим опытом. Обязательно посмотрите этот ролик до конца, потому что в конце я отвечу вам на ваш вопрос, который вы мне часто задаете в чат-бот. Вот кому бы я порекомендовала стать вегетарианцем, если этот человек действительно хочет, а кому я бы категорически не рекомендовала этого делать. Но прежде чем мы начнем с вами тему о моем личном вегетарианстве, я, конечно же, хотела с вами обсудить в принципе о вегетарианстве в Индии. Потому что даже те люди, которые не интересуются Индией как таковой, но все равно все знают, что Индия – это равно вегетарианство. Конечно, это, скажем так, условное понятие, что здесь все вегетарианцы. Я сейчас не буду вдаваться в какую-то там статистику. Конечно, преимущественно, здесь очень много людей вегетарианцев. Потому что в Индии вегетарианство – это, как вам объяснить правильно, это не просто форма питания, а это образ жизни. На своем канале я уже рассказывала вам об одном очень красивом понятии – ахимса. Ссылку на этот ролик я обязательно оставлю вам в описании, и вы увидите его в конце этого выпуска. Ахимса обычно переводит как «ненасилие», но на самом деле это понятие гораздо шире, чем просто отказ причинять кому-то физический вред. Это определенный принцип отношения к живому миру. Стараться не причинять страдания своими действиями, поступками и, насколько это возможно, своим образом жизни. Индия – одна из тех цивилизаций, где эта идея получила просто невероятное глубокое развитие. Мы встречаем ее в разных индийских религиозных и различных философских традициях. В индуизме, джайнизме, я уже рассказывала об этом в своем ролике, и буддизме. Наверное, самый известный для западного мира пример – это, конечно же, Махатма Ганди. Для него ахимса была далеко не вопросом питания. Он сделал принцип ненасилия основой своей жизненной и политической философии. Поэтому, когда мы говорим о вегетарианстве Индии, очень важно понимать, исторически здесь это не просто вопрос – кушать мясо или не кушать мясо. За этим стоит гораздо более глубокое представление об отношении человека к другим живым существам. Конечно, было бы неправильно утверждать, что каждый индиец вегетарианец, или что каждый человек в Индии сознательно следует принципу ахимсы. Конечно, это неправда. Индия очень огромная, и пищевые традиции здесь совершенно разные. В каждом штате все совсем по-другому. Но вот здесь есть один очень важный момент, о котором почти никто не говорит, когда приводит Индию в пример. И, на мой взгляд, именно он становится ключевым. Есть принципиальная разница между человеком, который вырос внутри индийской культуры питания, и, например, мной, европейкой, славянкой, которая пришла к вегетарианству уже во взрослом возрасте. Я иногда смотрю ролики
И просто дивуюсь, я не знаю даже, как правильно это выразить, свою эмоцию, то, что вегетарианство, например, обусловлено в Индии тем, что это бедная страна. Друзья мои, вы серьезно? Дело в том, что Индия – это вообще-таки аграрная, огромная страна. В свое время Махатма Ганди в основу поставил накормить каждого индийца вдоволь. И, конечно же, в истории Индии много чего было. Да, и непосредственно и голод, и, как мы все знаем, колонизация. То есть Индия – это не какая-то такая цветущая магнолия, да, или лотос. Эта страна имела большую историю и падения, и взлетов. Да, в общем-то, как и в любой человеческой жизни. Но сказать, что вегетарианство – это бедность, поверьте, это совсем неправильно. Это вообще никакого отношения к Индии не имеет. Индия была богатейшей страной, остается тоже так же богатой, развитой страной. Я еще хочу вам сказать тот факт, что индийцы сами по себе люди, независимо какой касты, с какой семьи, независимо от его финансового благополучия, да, у них это ахимса, наверное, даже будет правильнее сказать, они с этим рождаются. Поэтому я смело всегда называю, что ахимса – это все-таки культурный код Индии. Ну что ж, я думаю, теперь можно начать рассказывать вам и о своем личном опыте вегетарианства. Должна вам сразу сказать, что сейчас я вот так понимаю, вспоминая начало своего пути, я совершила немало ошибок, как и многие люди, которые перешли на вегетарианское питание. Хотя мне казалось, что я человек подкованный, много читала, много советовалась, общалась на эту тему. Но мы очень много упускаем, прежде чем мы принимаем какое-то решение, когда меняем полностью свое питание. И я думаю, что это ошибка и такая роковая ловушка, которая поджидает каждого. Но прежде чем мы начнем, давайте такую небольшую справочку. Вегетарианец вегетарианцу рознь. Потому что существуют разные формы вегетарианства. И это прям вот принципиально очень важно. И это видео я не строю по принципу какого-то учебного материала, да, но тем не менее люди, которые особенно не в теме вегетарианства, все-таки давайте проведем небольшое такое, уточнение. Я так это называю. Существует несколько разновидностей вегетарианства. Одно из них – это лактовегетарианство, то есть человек не потребляет ни мясо, ни рыбу, ни яйца, но абсолютно хорошо дружит с молочными продуктами. Это как раз относится к подавляющему большинству именно индийцев-вегетарианцев. Ово-вегетарианство, то есть это без мяса, рыбы и молочных продуктов, но допускается иногда использование яиц. Пескотарианство – это без мяса птицы и животных, но с рыбой, морепродуктами, молочными продуктами, яйца обычно также употребляют. Веганство исключает все продукты животного происхождения – мясо, рыба, яйцо, молочные продукты и даже мед. На моем канале как раз есть про такую диету, точнее форму питания. Это как раз джайнизм практикует именно в чистом виде веганства. И возникает тогда вопрос, кто я? Я вам могу честно ответить. Я пескотарианец. Может быть, вас это удивит. Я не ем никакого формы мяса, даже курицу, как мне многие говорят. Курица – это не мясо. Конечно. Мясо, конечно, курица тоже. Но я очень люблю морепродукты. Я обожаю сыр. Я употребляю яйца. Молочным продуктам я более, так скажем, равнодушна, но тем не менее я их тоже употребляю. Поэтому, когда мы говорим о вегетарианстве, всегда надо понимать, какую форму человек выбирает себе вегетарианство. Я не знаю, даже, может быть, это и неправильное слово «форма», да, но вид питания.
И вот здесь есть большая принципиальная разница. Еще раз повторюсь, как в начале ролика. Я ничего никому не пропагандирую. Да? Я понимаю, что даже среди моих вот подписчиков на канале есть люди, которые практикуют чуть ли не веганство. Да? Мои дорогие, я ни в коем случае не хочу вас никак обидеть, тем более задеть ваши религиозные какие-то чувства. Я сейчас делюсь своим многолетним наблюдением. У меня среди моих знакомых и друзей также хватает людей, которые практикуют вегетарианство. Я не беру в расчет индийцев, да? Я имею в виду только нас, европейцев. Скажу вам честно, на ютубе достаточно роликов о том, как люди пропагандируют свой образ жизни вегетарианства. Вот наподобие таких вариантов, еще там разные варианты, да? И люди прям вот взахлеб в эмоциях рассказывают о том, как классно быть веганом. Мои дорогие, за всю свою жизнь я не видела, прям даже, наверное, боюсь это озвучить, понимаю, что сразу сколько будет хейтеров, да? Я ни разу не видела здорового вегана европейского происхождения. Я это объясню сейчас очень легко и на своем опыте. Вернемся к моему опыту. Во-первых, нет, отвечаю сразу на вопрос. Вот мне часто много в чат-боте пишут, да, вы стали вегетарианкой, потому что вы вот живете в Индии, и вот вы как бы полностью, так скажем, погружены в эту культуру, у вас муж индиец, и вот как-то это все люди с этим связывают. Нет. Вы знаете, я пришла к своему вегетарианству, точнее шла к нему еще далеко до той судьбоносной поездки своей первой в Индию. И я, когда приехала в 2007 году в Индию, я не была вегетарианкой. Да? То есть вот в этом классическом виде я вообще никак и даже как-то об этом и не думала. Мой опыт исключительно связан в свое время еще по первому своему образованию, когда я училась на психолога, я проходила практику в онкодиспансере. Была помощником, ассистентом, помощником, не знаю, как можно меня даже было тогда правильно назвать, психотерапевта. И мне приходилось читать много лекций, это входило в мою обязанность, да, людям о правильном питании. И у меня была такая совместная группа с группой диабета и онкобольные люди. А с точки зрения медицины, человек вообще, когда болен, ему особенно надо внимательно смотреть, что он кушает. Есть знаменитая, да, крылатая такая фраза: «Мы есть то, что мы едим». И это действительно так. Я абсолютно убежденный человек за свои 4 года этой практики, да, что очень много болезней именно мы получаем от того, что мы едим. Вот качество питания, его нельзя никак сравнить то, что было питание до, допустим, там еще в 20 веке, да, и сегодня 21 век, несмотря на его огромнейшее изобилие, но за этим изобилием стоит огромная пищевая индустрия, да, и фармаиндустрия. В общем-то, это стало таким определенным маркером нашего 21 века. Тут впору вспомнить золотые слова Далай-ламы, да, о парадоксальности этого мира. Поэтому вот что-то мы приобретаем, но что-то мы теряем. Я пришла к такому выводу, что мясо, особенно в том формате, в котором нам его готовят уже, вот мы зашли в магазин и его купили, да,
Это абсолютно отличается то мясо от того мяса, которое еще ели, например, ну, моя бабушка с дедушкой, скажем так, да. То есть чистота экологичности продукта на сегодняшний момент, она просто желает лучшего, это мягко скажем. И вот здесь я стала задумываться о том, что если, например, мясо в промышленном именно масштабе, когда мы его с точки зрения прибыли корпорации зарабатывают, и вот то, что мы видим на прилавках, колбасы, то все, да, и вот эти вот вкусовые добавки, которые имеют исключительно химическое происхождение, конечно же, мы стали видеть огромное количество людей, которые достаточно в раннем возрасте заболевают такими заболеваниями, как онкология, сахарный диабет, псориаз и так далее. Я не хочу сказать, что это прямо основная причина питания, но одна из главных. Конечно, тут еще добавляется экология, стрессы. Все это в совокупности очень легко, к сожалению, заболеть. Я стала изучать природу питания и поняла, что надо как-то пересмотреть. Но тут еще есть один очень маленький момент. Я сама по себе с рождения была расположена к любви к морепродуктам. Раньше, когда мне говорили, что, допустим, там в ресторане или где-то, допустим, я в гостях, что ты будешь, допустим, там рыбу или мясо, я в большинстве случаев всегда выбирала рыбу. Ну, вот как-то так было. И когда я поняла, насколько серьезно может питание, которое мы покупаем в магазинах, особенно мясо, привести к, как скажем, к нездоровому состоянию моего тела, я приняла решение, что надо-то потихонечку вообще от него отказаться. И вот тут я стала заниматься вопросом, как мне стать вегетарианцем. Хотя я даже не задумывалась об этом слове, вообще, если честно, да. Я просто хотела отказаться от мяса и при этом таким образом, чтобы у меня вообще не вызывало никаких эмоций. Я просто решила, что отказываюсь от мяса, оставляю только курицу. И вот тут надо момент, я думаю, это единственное, что меня спасло, это точно были не знания, а моя какая-то внутренняя интуиция. Я поняла, что вот пока я буду есть только курицу, а потом уже откажусь от курицы. И я ела ее несколько лет. А теперь ошибка номер 1. В большинстве случаев то, что я встречала, люди совершают самую колоссальную ошибку, самую колоссальную. Они считают, что в один момент они могут стать вегетарианцами. То есть вот сегодня я прекращаю кушать мясо. Друзья мои, сменить пищевую привычку – это не значит бросить курить в один день. Если понимать, что происходит с вашим организмом, как меняется вообще микрофлора в вашем желудке, то вы наверняка бы задумались о том, что ни в коем случае нельзя, если вы решили приняли для себя решение стать вегетарианцем, делать это радикально. Сколько бы я умных разговоров не вела со своими знакомыми, у меня даже есть друзья, которые практикуют вегетарианство, даже веганство. Я, к сожалению, не могу вам назвать ни одной хорошей истории. Многие истории заканчивались даже печально, понимаете? Потому что человек забывает одну очень важную вещь. Вот почему я в самом начале рассказала про вегетарианство в Индии. Можно к этому относиться как угодно, но есть еще такое понятие, как генетика. Я, конечно, не врач, я сейчас могу, если там кто-то из врачей будет меня смотреть, пожалуйста, не судите строго, да? Но если ваша мама, папа, бабушка, дедушка и еще туда дальше ваше поколение кушали мясо, то соответственно, да,
вы должны понимать, что вам вот так вот в один щелчок не стать вегетарианцем. Это принесет вам колоссальный надрыв вашего здоровья. А ведь вегетарианство, чтобы именно в том хорошем его смысле вы могли практиковать и быть здоровым, это, как правило, многолетний переход на этот вид питания. Обратите внимание, я вам не просто так сказала, к какому классу вегетарианцев отношусь я. Вот я уже более 16 лет вегетарианка в том виде, в котором я есть на сегодняшний момент. И обратите еще раз, говорю, внимание, я не отказалась ни от яйца, ни от морепродуктов. Я их, в принципе, конечно, употребляю мало, сама по себе, да? Но даже за 16 лет я хочу вам сказать, что я для себя, как-то и не собираюсь, что ли, и не вижу какого-то смысла, например, стать лакто-вегетарианкой. Как, допустим, вот моя свекровь, все родственники наши индийские. Нет, не хочу. Потому что берегу свое здоровье. И понимаю, что для того, чтобы стать вегетарианством в чистом в этом смысле, например, не употреблять даже рыбу, морепродукты, яйцо, то, вы знаете, я думаю, что, наверное, я поберегу еще чуть-чуть свою внешность. Да? Очень много связано вегетарианство с тем, не с тем, как вы думаете об этом мире, а то, что еще надо уважать свое тело. А это тоже очень большой дар. И к нему надо относиться достаточно трепетно. Духовно просвещенные люди, мои дорогие, пожалуйста, особенно прошу вас, кришнаиты, ни в коем случае не обижайтесь. Если вы переходите на вегетарианство с религиозных побуждений, это прекрасно. Я всегда уважаю людей, которые практикуют ахимсу. Такие люди несут, как скажем, положительную энергию в этот мир. Но я думаю, что Богу все-таки важнее и ваше здоровье в том числе. Вы можете прийти к вегетарианству в классическом смысле, но это все-таки достаточно растянутый во времени путь. И это будет правильно. Еще раз повторю, особенно самое страшное, когда родители решают, принимают решения за своих детей. Ошибка номер 2. И вот как раз я тоже на нее попалась, о чем я вам ранее говорила. Это углеводы. Это распространенная проблема, и я практически у всех ее увидела, эту проблему, те, кто решил перейти на вегетарианство. Как я вам и ранее сказала, ошибка номер 1 – никогда нельзя делать резкого перехода. Да? Это не бросить курить. Почему? Потому что из нее вытекает следующая ошибка – это «а что же кушать?». Если вы не живете в Индии, то, соответственно, перед вами станет выбор очень сложный. В любой европейской стране или в бывших странах СНГ есть особая культура питания. Да? Будем говорить честно. У нас всегда идет упор на мясо. Мы так привыкли, нас так с рождения, скажем так, кормили. И поэтому, когда мы переходим и резко отказываемся от мяса, у нас нет еще этой привычки, в отличие, допустим, от индийцев, да, у которых очень огромный ассортимент блюд, и они, скажем так, не чувствуют вот эти всякие потери, да. И когда у вас стоит вопрос о том, чтобы покушать
хорошо, вкусно, качественно, да, вы либо будете тратить очень много денег, но самое главное даже не в деньгах, а во времени. И вот это была моя такая, ну, непредвиденная ловушка, потому что у меня достаточно на протяжении очень долгого времени была очень активная работа, связанная с разъездами. В общем-то, ну, очень сложно было представить, как мне питаться, да. Приходите вы в ресторан, в основном меню полностью было выстроено из, скажем так, мяса, предпочтительно там морепродукты, либо они очень дорогие, либо в очень ограниченном количестве. Я же тоже не все морепродукты прям ем. И, соответственно, вы понимаете, что вы, если переходите на вегетарианство, вы должны понять, что вы должны себе подготовить систему нового питания. Где эти продукты покупать, новые рецепты, выделить время на приготовление этих блюд, да, чтобы полностью вам закрывали все ваши потребности именно, да, в еде. Это очень сложно сделать, и что бы вы мне там не писали, не говорили, но это практически, я видела эту проблему у каждого. И все эти перекусы: "Ой, мне нельзя кушать, мясо, мне нельзя то". И, в общем-то, вы возьмете раз так и булочку съедите, и еще что-то, и еще. А когда уж очень хочется кушать, вот это там находитесь или в аэропорту, или на каком-то совещании, и вы, конечно же, скушаете лишнюю шоколадку, чтобы как-то перебить голод. Я еще раз повторю, с этой проблемой сталкиваются все. Вот это главная проблема, с которой столкнулась и я. То есть одно дело, вы приняли решение стать вегетарианством, казалось бы, вы хотите позаботиться о своем здоровье. Еще раз повторю, может быть, у вас сложилось неверное представление о том, что я, как скажем, являюсь собой как бы вегетарианка, а вам говорю: нет, не надо становиться вегетарианством. Нет, ради бога, это ваш выбор. Но вы должны просто эти все факторы учесть, потому что в итоге я тоже видела очень много разочаровавших людей в вегетарианстве. Только по одной простой причине. Причина заключалась в том, что они решили, что они резко могут стать вегетарианцами. И вторая, они не позаботились о том, как они будут переходить на него, как они будут вообще менять свою культуру питания. И как вообще индустрия, ну, она вам не помощник в этом вопросе, понимаете? Я всегда говорила и говорю, если вы не живете в Индии, вам очень сложно будет стать вегетарианцем. Вы решили эту проблему. У вас достаточно времени, чтобы готовить эту еду для себя, для своих близких. Это замечательно. У вас позволяет время, деньги, и как бы вы понимаете, что вы можете войти в этот процесс мягко. Опять же таки, возвращаемся к моменту. Принимая такое решение, вы четко должны понимать, что это будут затраты на медицинское обследование, возможно, на очень длительный период приема недостающих микроэлементов. Я думаю, что в интернете вы их найдете очень много. Это абсолютно не миф, что очень многие микроэлементы у вас выпадают в этот момент из организма. Да? Конечно же, это не миф о B12, это реальность. И если вы это проигнорируете, если вы начнете быстренько компенсировать себя углеводами, вы через очень-очень быстрый промежуток времени увидите ухудшение состояния своего здоровья. Да, я понимаю, что большинство, особенно кто мне писал и задавал эти вопросы, да, не единожды, я понимаю, что в этом во всем контекст именно религиозной подоплеки. Еще раз повторю, мой выбор вегетарианства никак не связан с религиозной подоплекой. Вообще никакой с моей жизненной. Да, впоследствии, конечно, это имело место быть. Я уже тоже вначале говорила, да, что любая еда, она формирует не только ваше здоровье, но она еще и формирует ваше мышление. И поэтому в основу я, конечно же, ставила не духовный момент. Хотя кто меня знает лично,
знают, насколько я трепетно отношусь к животному миру. Я очень люблю животных. И, конечно же, мне сейчас легко как бы говорить, что я вегетарианец, люблю животных, но никак мой выбор не был связан. Вегетарианство – хорошая форма питания, если она исключительно правильно подобрана, и вы поэтапно идете вы поэтапно идете по этому пути. Я считаю и буду считать, что вегетарианство нельзя выбирать исключительно только из духовных или религиозных побуждений. Это сама по себе абсурдность. Да? То есть, если мы практикуем ненасилие, то это ненасилие должно быть и по отношению к своему телу. Я всегда так отвечаю убежденным вегетарианством, которые люди практикуют это питание исключительно из религиозных. Я всегда говорю, если вы отказываетесь во благо и практикуете ахимса, то вы совершаете в этот момент насилие над своим телом. Поэтому это парадокс. Да? И вот эта иллюзия, эта ловушка, она не дает вам правильно понять и почувствовать, что такое на самом деле вегетарианство. Вот, пожалуй, я бы, может быть, на этом и остановилась, потому что в самом начале я вам сказала, что я выбираю форму один вопрос, один ответ. Я понимаю, что я сейчас наговорила вам так много. Я не знаю, что в итоге, конечно, останется после монтажа, но я вот на этом моменте сердечно вас благодарю, кто остался со мной вот до этого момента, потому что вот, например, мои собачки, они уже видят 10-й сон. Я надеюсь, что я вас не ввела в транс, не усыпила. И для тех, кого действительно было это интересно, послушать чей-то чужой опыт, я думаю, что я чем-то вам смогла помочь. Пожалуйста, также пишите мне в комментариях. Но я постаралась вам максимально ответить на этот вопрос, потому что почему-то мне очень многие задавали этот вопрос про вегетарианство. И разные люди, да, то есть те, кто и практикуют это, и те, кто, возможно, может быть, планирует, я не знаю. Ну и самое то, что я вам в самом начале сказала, я отвечу на вопрос, кому бы я, может быть, да, сказала, да, давай, дерзай, вставай на этот путь вегетарианства, и тем, кому я бы не рекомендовала. Кому я точно не рекомендую. Первое – это состояние вашего здоровья, вы должны его реально оценить. Это всегда будет стресс для любого организма. Второе, если религия требует от вас жесткого перехода на вегетарианство, тоже стоит очень серьезно подумать, потому что это может быть очередной ловушкой. Про все духовные поиски и обратную сторону духовной Индии я готовлюсь сейчас очень серьезно к своему первому эфиру на эту тему. Потому что это очень важно, чтобы вы понимали, что очень много заблуждений. И Индия, да, она очень духовная, мистическая, но есть и другая сторона этой Индии. Кому бы я порекомендовала? Как ни парадоксально прозвучит, но опять же таки, тем людям, которые действительно к этому подходят с точки зрения своего здоровья. То время, в котором мы живем, вот несмотря на то, что я сейчас вам все так долго-долго рассказывала, да, не знаю, сколько выйдет в итоге этот ролик, и как бы ни звучало парадоксально, я могу вам сказать, вегетарианство – это все-таки люди, которые ведут более-менее правильный, здоровый образ жизни для своего тела. С учетом того, что я выше сказала, если вы только все это делаете правильно, поэтапно и постепенно. И, конечно же, вегетарианство подойдет тем людям, которые планируют больше раскрыть в себе доброты, отзывчивости. То есть
обрести вот это состояние, как я всегда говорю, ахимсы. И поверьте мне, я вот, честно говоря, этого эффекта даже не ждала и не знала. Это уже потом, спустя много лет, когда моя жизнь связала меня с Индией, я стала понимать, что вот это вот вегетарианство, оно очень сильно меняет твое мышление. Сейчас я представляю, сколько хейтеров будет и шуток на эту тему. Ну, это тоже имеет место быть, пожалуйста. Это ваше право. Но вегетарианство, оно со временем, когда организм ваш перестраивается, мы же есть то, что мы едим. Когда ваша еда вот наполнена вот этой вот достаточно относительно экологичной чистотой, то, соответственно, и ваше мышление начнет по-другому преображаться. И вот здесь, может быть, вы как раз и можете выйти на какой-то правильный духовный поиск. Я нашла ту свою комфортную, как скажем, форму питания, которая меня полностью устраивает, а главное, она устраивает мой организм. Самое главное, чтобы вы понимали, что никогда не надо делать культ. Ни из чего в этой жизни. Особенно еще и если это культ еды. Понимаете? А ни в коем случае не надо навязывать свои пищевые привычки окружающим. Я вообще не понимаю. Это действительно не просто так рождаются анекдоты, да, между мясоедами и вегетарианцами. Потому что вот я тоже наблюдала такую историю, что у меня мои близкие знакомые, там, друзья, которые меня там десятилетиями знают, они никак вообще не реагируют на мое вегетарианство. Потому что они даже каждый раз забывают, что я вегетарианка. Я нигде это не культивирую, я нигде это не несу, да, и никому уж тем более это не навязываю. Потому что ваш выбор, он исключительно только ваш. И агитировать за вегетарианство, навязывать свое мировоззрение, я считаю, это идти против ахимсы. Мы как-то должны вот этот когнитивный диссонанс в своей голове устранять. Если вы выбрали вот этот путь ненасилия в своей жизни, а более экологичную форму питания, но это же не значит, что ваши близкие такой же путь выберут. Это не значит, что окружающие должны согласиться с вашим выбором и каким-то образом тоже вдруг резко стать вегетарианцами. Я просто вот видела вот это вот насильственные культы, которые в семье, детей, демонстративно в гостях, вот это подчеркивать постоянно, да, это вот как раз вот эти все ошибки, о которых я выше вам сказала. И это вас не приближает к духовности, а наоборот отделяет от этой духовности. Я думаю, что я полностью раскрыла эту тему. Я не знаю, что в итоге получится уже по факту, но я разобью все на тайм-коды. Если кто-то досмотрел этот ролик до конца, большое вам спасибо. С вас обязательно лайк, подписка. В следующем видео мы с вами поговорим о кастовой системе в Индии. И также, конечно же, не пропустите мой первый эфир, прямой эфир. Я буду очень вас ждать, как скажем, в эфире, чтобы прямо в режиме онлайн отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам огромное. До скорых встреч.